Это расклад для знака зодиака Водолей на октябрь 2022 года. Если у вас Солнце в Водолее, Луна, а также стелиум планет в знаке зодиака Водолей, этот расклад для вас. Или, может быть, вы смотрите этот расклад для кого-то из своих близких. Мы берем 6 карт, потому что это 6 осей зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, что ждет Водолеев в октябре? Первая карта. Я вижу, что здесь вы в отношениях пытаетесь сдвинуть с места какие-то проблемные ситуации. Может быть, у вас часто возникают ссоры, разногласия по каким-то вопросам, недопонимания. Вы считаете, что партнер вас во многом ограничивает. Или вы считаете, что ваш партнер недостаточно серьезный, недостаточно активный. Вы многое берете на себя и стараетесь как-то двигать дальше ваши отношения, да, у кого они есть. Но сколько бы вы усилий не прилагали, если у вас нету... если вот это не суждено по судьбе или не суждено именно сейчас, в данный момент времени, да, в данном случае мы на октябрь расклад этот смотрим, то, наверное, и не стоит прилагать столько усилий, потому что все случится в определенное время, когда вы будете тоже к этому готовы. А если у вас, например, нет партнера, и вы усиленно его ищете, вы очень хотите с кем-то быть, вам тяжело быть одному, и вы все вот тоже пытаетесь там как-то, тут тоже не стоит так много прилагать усилий, потому что все случится само собой. Вы на пути, здесь у нас Сатурн в Козероге, а это четкое направление куда-то, и вы сейчас вот в этом направлении. Но здесь слишком много усилий, потому что, да, вот он старается вытащить этот меч из камня, и видно по его лицу, и здесь Марс у нас, что это уже какая-то просто агрессия, это уже одержимость какая-то началась, да, то есть вы не просто идете к своей цели, как делает Сатурн, а вы уже по Марсу слишком много давите, там, может быть, на партнера или на себя относительно ваших отношений с кем-то, или даже отношений с собой тоже не можете разобраться. Тут вот в плане работы, в плане каких-то финансового обеспечения, я тоже вижу, что вы как будто не совсем заботитесь о деньгах. Может быть, вы решили взять какую-то паузу, вам надоело думать много о работе, вы, может быть, идете в отпуск как раз в октябре или соберетесь, или как-то просто сидя на работе, будете витать в облаках. Здесь неплохая карта, я вижу, что деньги у вас будут, все-таки здесь Венера в весах в своем хорошем положении. Может быть, деньги, может быть, ваш партнер обычно помогал вам деньгами, да, а сейчас вы решите... и вы таким образом, может, как-то зависели от него, да, а сейчас вы решите, что вам и денег не нужно, и партнер этот не нужен, и вы хотите лететь к другим берегам, то есть как-то вот такое. Если вы мужчина, например, да, то тоже может быть, что вы помогали финансово какой-то женщине или содержали даже жену свою, и как бы сказать, может быть, она не совсем благодарна вам за это, может быть, что-то повлияло на то, что она вот устала, и ей хочется что-то изменить, то есть вы ей говорите одно, а она вообще вас не понимает, вот, потому что у нее сейчас совсем другие энергии у нее, и ничего с этим сделать нельзя, потому что между вами расстояние. Может быть, конечно, это еще в связи с тем, что вы по-разному смотрите на финансовые стороны вопроса, как вы тратите, как вы зарабатываете, да, деньги. Но нет у вас здесь какого-то вот согласия, если вы в паре. Но если вы одиночка, то здесь у вас как будто бы что-то новое. Если вы работаете, вам, возможно, захочется новой работы или новой должности, или вообще, может быть, даже не работать, как я уже сказала. В общем, такие вот мотивы относительно заработка. Здесь единственное, что нужно быть, наверное, осторожным, не потратить какую-то сумму денег очень эмоционально, потому что Марс — это эмоции, Венера — это тоже, может быть, много тратить на красоту, на своих поклонников или на поклонниц, вот что-то в этом духе. Прекрасная карта выходит в секторе самопознание, расширение горизонтов. Вы как будто бы ощущаете интуитивную связь с людьми, с вашим партнером, с самим собой.
Не обязательно это может быть ваш партнер личный, это может быть приятное общение в кругу братьев, сестер, соседей. Но больше друзей у вас появится по интересам. Много такого очень приятного общения. Может быть, вы запишетесь в какую-то группу или будете организовывать какие-то встречи по интересам в вашем коллективе, также где люди занимаются медитацией, практикой, пением, каким-то творчеством. Может быть, вы поедете куда-то вместе с вашими друзьями к морю, куда-то далеко, или это будут какие-то обучающие курсы, такие курсы йогов, например. И там тоже вот вы прямо ощутите такую особую гармонию в единении. Кстати, не исключено, что там вы встретите какого-то человека, который будет на уровне развития с вами на одном, и вы прямо друг друга сразу же выделите из вот этой всеобщей толпы и таким образом образуете пару. То есть на каких-то форумах общаясь или где-то в переписке, или вот, как я сказала, да, где-то среди друзей, вы там единомышленников, вы можете даже кого-то встретить. Хотя у нас еще здесь есть карта романтики, мы ее тоже сейчас откроем, посмотрим, но это очень возможно. Ну вот опять у нас, видите, с работой, с дальнейшими какими-то карьерными достижениями выходит не совсем определенная позиция, что здесь у нас уход от какой-то реальности, да, жизни и забывание о том, что мы должны, наверное, работать там или как-то себя каждый день обеспечивать, что и здесь тоже ставки, мы делаем ставки, да, вот хотим легких денег, каких-то легких достижений. Ну, наверное, у вас будут такие настроения, Водолеи, вы просто хотите, может быть, попытать свое счастье на каких-то ставках, в реальности это может быть. Что у нас может быть? Может быть, вы будете вкладывать деньги куда-то, биткоины, другие вот эти интернет-валюты. Может быть, вы будете играть на деньги. Есть же такие люди, которые профессионально играют. И вот не исключено, что вы сами как-то даже приобретете навыки такой игры. Вы даже можете быть тем человеком, кто сидит вот и, так скажем, обманывает других людей. Может быть, как-то ваша профессия с этим связана, вам надо как-то правильно скомпоновывать какие-то дела, факты, да, чтобы это приносило вам деньги. Но будьте осторожны, потому что здесь, если вы просчитываете, да, как-то, может быть, начальство обойти или там пойти по головам в вашей работе, в профессии, то здесь нужно надеяться только на удачу свою. Не знаю, насколько вы будете в этом удачливы. Может так получиться, что и нет, да, здесь ведь не ситуация выигрыша описана, а просто самой игры, самого процесса. Интересная карта, она у нас выходит в секторе творчества. Похожие карты. Я не знаю, может быть, вы свой бизнес какой-то завершаете или как-то вы приняли решение, что вы больше не хотите в бизнесе вести какие-то дела или не хотите работать с клиентами, например. Вы бежите как от огня, от каких-то вот дел. Может быть, у вас что-то поменяется в том плане, что чем вы занимались, ваше хобби, да, или какие-то хобби, которые приносило вам деньги, больше вы не захотите это делать. Может быть, я даже не знаю, что здесь может быть много вариантов. Но так, если последовательно, да, про бизнес я сказала, что здесь, может быть, вы боитесь даже подсознательно, не то чтобы как бы боитесь, а вас вот это положение того, что вы должны будете каждый раз что-то делать и таким образом будете привязаны к ведению каких-то дел, вас вот это страшит, потому что здесь Сатурн, а это последовательные, однотипные какие-то движения, четко идем к цели, много лет там развиваемся и так далее. Может быть, вы от этого бежите как от огня и работы сейчас. Вот бывают же такие периоды, когда ну все, уже не хочется просто ничего. Либо, может быть, вы стараетесь, у вас не выходит, такое тоже может быть, потому что все-таки планета, которая отвечает за бизнес, это Марс, да, будет идти в ретро-движении долгое время, и вот как раз в октябре начинается ретро-движение Марса,
А по Марсу, конечно, бизнес начинать нельзя, если только продолжать, но и то у многих могут быть тяжелые периоды. Также эта карта может означать, что вы боитесь, может быть, общения какого-то с вашими друзьями, единомышленниками, может быть, они что-то знают про вас, или что-то, какая-то тайна открылась, что вас пугает в общении с другими людьми. Может быть, вам нужно выступать где-то, я не знаю. Ваши дети тоже могут быть вам в тягость. Вы как бы делаете это, да, несмотря на свой страх. У вас есть какие-то там обязанности, может быть, но в душе-то вы этого ничего не хотите, ни творчества, ни каких-то даже, я не знаю, поклонников, ни друзей, ничего. Я не знаю, что у вас вот это уединение, что ли, вам будет настолько близко, потому что здесь замечательная карта. Они даже вот обе карты, да, которые относятся к социальным домам. Но одна такая благоприятная, другая совсем нет. И это говорит о том, что вас раздирают противоречия. То есть, с одной стороны, вы хотите, а с другой стороны, нет. Может быть, вы просто в нескольких группах по интересам состоите, и одна из них к вам ближе, а другая вам уже не нравится, и вы уходите, да, в пользу другой. Может быть и такое. А вот самый главный, 12-й сектор. И опять Сатурн. Ну все, у вас... Ну, может быть, это не удивительно, Водолей, потому что сейчас по вашему знаку идет планета Сатурн. И что интересно, она же как раз в конце октября наконец-то пойдет в прямое движение. То есть наконец-то сдвинутся какие-то застойные дела, а у вас это затрагивает и первый дом, это может затрагивать вашу работу, и партнерские отношения тоже. Но Сатурн ведь это какие-то уроки, да, и вот здесь мы видим вот этого мудрого старца, который уже, наверное, много лет читает книги и какую-то мудрость приобрел. Тут и череп об этом говорит, да, знание жизни. Так и у вас вы становитесь сильнее, и все какие-то, весь опыт, который вы получаете сейчас, все пойдет вам на пользу, несмотря на то, простите, несмотря на то, что вы и чувствуете какие-то ограничения в жизни, да, прямо аж тяжесть какую-то, может быть, даже подсознательно. Но это все как-то на пользу вам пойдет. И не исключаю, что многие здесь могут ограничивать ваши какие-то обязанности. У кого-то дети, у кого-то семья, у кого-то работа, у кого-то партнер. Вам просто захочется от всего уже наконец-то избавиться. И легче станет как раз с 20-х числов октября, когда Сатурн начнет разворачиваться. Ну и совсем там уже будет в следующем году, когда он уже окончательно выйдет из вашего знака. Интересно посмотреть, что скажет нам колода Ленорман, Чиро Марчетти, «Золотые мечты». Возьмем только 3 карты. Спросим, как что еще совет или дадут водолеям на октябрь. Так, лупа, лилии и леса. Ну, в общем-то, это неплохие карты. Здесь у нас поиск себя, опять же, да, поиск себя, поиск партнера, какие-то действия в своих интересах, желание романтики, желание чего-то нового, желание настоящей любви. И я думаю, что вы должны быть удачливы в отношениях, вы должны быть удачливы в своих поисках, скажем так, потому что эти карты вместе говорят о том, что вы правильно делаете, что слушаете себя, делаете то, что вам нужно, даже если вам кажется, может быть, или другим людям кажется, что это заслуживает какого-то осуждения, может быть. Нет. Я думаю, что вы, Водолеи, все правильно делаете, и вам не стоит ничего вообще бояться. Здесь жизнь вас выведет сама на нужный путь. Может быть, у кого-то будут новые встречи, новые отношения, либо новые друзья по интересам. Вы в поиске, и когда мы, например, устаем от чего-то, и нам хочется закончить какой-то период своей жизни, это не значит, что следующий должен начинаться сразу же, да? Вы вполне имеете право взять паузу для того, чтобы еще раз как-то взглянуть на свою жизнь, и, возможно, в октябре именно как раз будет такое время, когда вы как бы не знаете, куда,
но вы точно знаете, что вы любите себя и что вам нужно для себя. Вот это вот. Хотя, конечно, водолей, честно сказать, вы же, наверное, и так не всегда думаете об интересах других. Вы и так отличаетесь тем, что слишком эгоистично иногда поступаете, особенно если у вас есть родственники, и это иногда даже ранит, да, потому что у водолеев есть такая черта. Они делают то, что им взбредет в голову. Вот здесь как раз расклад об этом. Но единственное, это что у нас сейчас напрягает, то что все-таки Сатурн заставляет вас взять ответственность, да, заставляет вас наконец-то чувствовать себя серьезнее, давит на вас. Итак, колода Moonology что скажет? Полная луна в знаке Девы. Ну, Дева – это тоже забота, это труд, работа над собой, да, это забота о других. Девы любят все дотошно делать, вычислять, как-то обращать внимание на мелочи, критиковать кого-то. Но и в вашу сторону здесь тоже может быть критика, потому что как вы еще сможете улучшить себя? Конечно, здесь нужно смотреть на свои недостатки, бороться с ними. А полная луна в знаке Девы – это еще как бы высвечивание еще больше каких-то, может быть, ваших недостатков, на которые вам могут указывать, или вы сами видите в себе. Но такое впечатление, что здесь что-то до пика дойдет уже до вот такой кульминационной точки именно в октябре, и после этого все пойдет по-другому. Так что здесь нужно не закрывать глаза даже на мелочи. Нужно рассматривать все просто как вот под этой лупой. И себя, и своего партнера, да, и отношения с ним, и какие-то свои дела. В общем, разбираться в себе. Даже если вы там решаетесь на какие-то перемены, вам нужно докапываться до сути вещей. Вот такой совет для вас, дорогие водолеи. И я желаю вам всего самого лучшего, успеха во всех делах и начинаниях. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!